Представь, что ты просыпаешься каждый день в одно и то же время, в одной и той же комнате. 2,5 метра в ширину, 3 метра в длину. Бетон слева, бетон справа, бетон над головой. И так 20 лет подряд. Без единого нового лица, без единого нового звука, без единого дня, который хоть чем-то отличается от предыдущего. Люди в таких условиях не просто сходят с ума. Они начинают разговаривать со стенами, всерьез. Они дают им имена. Это не кино, это не антиутопия, это реальность американских тюрем прямо сейчас. Где-то в штате Колорадо, глубоко под землей, в учреждении под названием ADX Florence, сидят люди, которые не видели солнца годами. Не годами в смысле долго, годами в смысле буквально 10, 15, 20 лет без прямого солнечного света. Есть заключенные, которые находятся там с момента открытия тюрьмы, с 1994 года. 30 лет. Одна и та же камера, одни и те же стены, один и тот же потолок, который они выучили наизусть до последней трещины. И вот что самое жуткое. Они живые. Смерть была бы проще. Смерть — это конец, а здесь бесконечность. Бесконечный день сурка в бетонной коробке, где время перестает существовать как понятие, где нет вчера и завтра, есть только сейчас. И это сейчас всегда одинаковое. Я несколько недель разбирался в том, что происходит внутри американской системы пожизненного заключения. Читал показания заключенных, изучал отчеты правозащитных организаций, смотрел интервью с бывшими охранниками. И знаете что? Я сам не ожидал, что это окажется настолько тяжело. Реально тяжело. Не в смысле грустно, в смысле после некоторых историй я просто закрывал ноутбук и уходил. Потому что невозможно читать это и оставаться спокойным. То, что я вам сейчас расскажу, это не байки из интернета. Это задокументированные факты, судебные дела, показания под присягой, медицинские заключения, реальные люди, реальные судьбы. И начну я с одной истории, которая лично меня ударила сильнее всего. Томас Сильвермун. Он попал в систему в молодом возрасте. Несколько лет провел в одиночной камере в тюрьме Пеликан-Бэй в Калифорнии. Это еще не ADX. Это обычный, если так можно сказать, супермакс штатного уровня. Так вот, Томас начал вести дневник. Не потому, что хотел, просто потому, что ему нужно было хоть с кем-то разговаривать. И он разговаривал сам с собой через бумагу. Записывал все подряд, что он видит, что слышит, что чувствует. В один день он написал фразу, которую потом процитировали в федеральном суде. «Я уже не знаю, существую ли я на самом деле. Может, я уже умер, и это и есть ад. Просто никто не сказал мне об этом». Это написал живой человек. В реальной тюрьме, в реальном году. Это не метафора, это буквально то, во что превращает человека полная изоляция. В Соединенных Штатах сегодня отбывают наказание в виде пожизненного заключения без права на досрочное освобождение, без права вообще когда-либо выйти. Около 200 тысяч человек. 200 тысяч. Это население небольшого города. Целый город людей, которые юридически умерли в тот момент, когда судья произнес приговор. Их тела продолжают дышать, их сердца продолжают биться, но их жизнь остановилась. Навсегда. И система, которая держит их там, она не просто лишает свободы. Она методично, год за годом, слой за слоем снимает с человека все человеческое. Это не тюрьма в том смысле, в котором мы привыкли это слово понимать. Это машина по уничтожению личности. Только работает она медленно, очень медленно, чтобы человек успевал это почувствовать. Вы, наверное, думаете, но они же преступники. Они сделали что-то страшное, они заслужили. Может быть. Наверное, кто-то из них – да. Но вот вопрос, который меня не отпускает. Есть ли вообще такое преступление, за которое человек заслуживает 30 лет медленного психологического уничтожения? Есть ли черта, после которой мы готовы назвать это не наказанием, а пыткой? Потому что то, что происходит внутри,
Это именно пытка. Просто очень терпеливая. Дальше я расскажу вам, как именно это работает. Что такое настоящее американское пожизненное? Чем ADX Florence отличается от всего, что вы вообще можете себе представить? И какие истории оттуда доходят до суда, когда уже совсем невозможно молчать? Но сначала нужно понять одну вещь, одну простую и страшную вещь. В Америке пожизненное — это не то, что в других странах. Совсем не то. И вот с этого мы и начнем. Life without parole. 4 слова. По-русски это звучит примерно так. Пожизненное без права на досрочное освобождение. Но перевод не передает главного. Главное спрятано между строк. Главное — это слово without. Без. Без шанса. Без надежды. Без единой юридической возможности когда-либо оказаться по другую сторону забора. В России, в Европе пожизненное все равно оставляет щель. Теоретическую, крошечную, почти невозможную, но щель. Через 25 лет можно подать на помилование. Можно молиться, что кто-то наверху передумает. Можно хотя бы мечтать. В Америке нет. Совсем нет. Life without parole — это приговор, который буквально говорит: ты умрешь здесь. Не когда-нибудь, не при каких-то условиях. Просто умрешь здесь. Все. И вот что важно понять. Американские суды не стесняются этим пользоваться. Там можно получить несколько пожизненных сроков подряд. Это не оговорка, это реальная практика. Суд назначает наказание за каждый эпизод преступления отдельно. Поэтому существуют приговоры вроде «пожизненное плюс 300 лет» или «2 пожизненных последовательно». Юридически это абсурд. Человек физически не может отсидеть 2 пожизненных. Но это не баг системы, это фича, это сигнал. Системе все равно, что физически возможно. Система говорит: этот человек не выйдет. Никогда. Ни при каком раскладе. Даже если Бог лично попросит, не выйдет. Рекорд, который мне попался в судебных документах — Дуэйн Эдвард Бёрд, мужчина из Оклахомы. В 1994 году суд назначил ему наказание. 21 пожизненное заключение подряд плюс дополнительные сроки. Суммарно что-то около 3000 лет. Судья буквально зачитывал приговор несколько минут, просто перечисляя числа. 3000 лет. Вдумайтесь в эту цифру. 3000. Это не наказание. Это математическое издевательство над самой идеей наказания. Но знаете, что самое страшное происходит не на оглашении приговора? Самое страшное — потом. Люди, которые работали в тюрьмах, которые сопровождают осужденных после суда, они описывают один и тот же момент. Тот момент, когда человек первый раз оказывается в камере, и дверь закрывается за ним. Не на несколько часов, не на несколько лет. Навсегда. И он это понимает. Прямо вот в эту секунду понимает. Это называют моментом осознания. И люди реагируют на него по-разному. Кто-то начинает кричать, кто-то падает на колени, кто-то смеется, истерически, неостановимо, пока смех не переходит в рыдание. А кто-то просто садится на кровать, смотрит в стену и молчит. Часами. Психиатры, работающие с пожизненниками, фиксируют одну закономерность. После вынесения окончательного приговора, особенно когда все апелляции исчерпаны, у заключенных наступает состояние, которое специалисты называют психологической смертью. Это не метафора, это клинический термин. Человек жив физически, но его личность начинает разрушаться стремительно. Пропадает воля, пропадает желание делать что-либо. Пропадает ощущение себя как субъекта, как человека, у которого есть будущее, цели, смысл. Потому что будущего нет. Буквально нет. Юридически не существует. И вот тут система делает кое-что особенно жестокое. Она не позволяет человеку просто сломаться и умереть быстро. Медицина в американских тюрьмах обязана поддерживать жизнь заключенного. Его лечат, его кормят, следят за его физическим состоянием. Потому что система обязана его содержать. До конца. До самого последнего дня его биологической жизни.
Это и есть настоящий ужас Life Without Parole. Не то, что ты умрешь в тюрьме, а то, что тебя будут очень долго поддерживать живым, в условиях, которые методично уничтожают все, что делает. Один бывший прокурор, который участвовал в десятках дел с пожизненными приговорами, сказал в интервью вещь, от которой у меня до сих пор стоит холодок. Он сказал: «Когда я прошу суд назначить Life Without Parole, я прошу не убить этого человека. Я прошу сделать кое-что другое. Я прошу забрать у него все, кроме самого существования». Забрать все, кроме самого существования. Именно это и происходит. Существование остается, все остальное нет. И где-то на вершине этой системы, в прямом и переносном смысле, стоит место, о котором я вам сейчас расскажу. Место, которое даже среди американских тюрем считается чем-то из другого измерения. Место, после которого другие тюрьмы кажутся почти гуманными. Его называют Алькатрас скалистых гор. Его называют самой изолированной тюрьмой в мире. Его официальное название — Federal Correctional Complex Florence, или просто ADX. И вот туда нам и нужно. Штат Колорадо, городок Флоренс, население меньше 4000 человек. Тихое место, горы вокруг, чистый воздух. Обычная американская глубинка, каких сотни. И прямо здесь, среди этой тишины и красоты, стоит здание, которое многие называют самым страшным местом на территории Соединенных Штатов. Снаружи оно не выглядит как что-то особенное. Низкие бетонные корпуса, заборы с колючей проволокой, вышки охраны. Ничего, что сразу бросается в глаза. Ничего кричащего. Именно это и жутко. Оно выглядит почти обычно. Почти. ADX Florence. Административное учреждение максимальной безопасности. Единственная федеральная тюрьма уровня Супермакс в Америке. Открылась в 1994 году, и с первого дня туда начали свозить людей, которых сочли слишком опасными для любой другой тюрьмы страны. Не просто опасными, а опасными настолько, что само их присутствие среди других заключенных считалось угрозой. Сейчас там содержится около 300 человек. 300. В тюрьме, которая была спроектирована так, чтобы каждый из них никогда, вы слышите, никогда не имел неконтролируемого контакта с другим живым существом. Бывший директор этой тюрьмы Роберт Худ дал интервью, которое потом цитировали во всех крупных изданиях. Он сказал дословно: «Это место хуже смерти». Человек, который управлял этой тюрьмой, который ходил по ее коридорам каждый день, который знал ее изнутри, и он сам сказал: «Хуже смерти». Вдумайтесь в это. Теперь давайте зайдем внутрь. Камера. 2 метра в ширину, 3 метра в длину. Если вы сейчас сидите в комнате, посмотрите вокруг. Ваша комната наверняка больше, намного больше. Теперь представьте, что эта комната — все. Не на день, не на неделю, навсегда. Здесь вы едите, здесь спите, здесь ходите в туалет, здесь думаете, здесь сходите с ума. Стены — бетон, пол — бетон, потолок — бетон. Мебель вмонтирована в стену, тоже бетонная. Кровать — бетонная плита с тонким матрасом. Стол — бетонный выступ. Ничего лишнего. Ничего, что можно взять и переставить. Ничего, что меняется. Окно есть, но это слово здесь нужно понимать иначе. Узкая вертикальная щель в стене, сантиметров 10 в ширину. Через нее видно кусочек неба. Маленький прямоугольник. Если вы повезете, увидите облако. Если очень повезете, почувствуете, что сейчас день или ночь. Свет в камере искусственный. Всегда. Включается и выключается по расписанию, которое ты не контролируешь. Через несколько месяцев мозг перестает понимать, сколько времени прошло. Через несколько лет перестает понимать, что такое время вообще. 23 часа в сутки. 1 час — прогулка. 1. И даже эта прогулка не то, что вы представляете. Никакого двора с небом над головой. Заключенного выводят в крохотный огороженный бетонный загон. 1. Без других людей. Без возможности до кого-то дотронуться.
Просто другая бетонная коробка. Чуть больше. Иногда с решеткой вместо потолка, чтобы воздух был, чтобы хоть как-то нельзя было сказать, что это пытка. Но это пытка. Еду приносят через специальное отверстие в двери. Маленькое окошко, которое открывается снаружи. Ты не видишь человека, который ее принес. Иногда слышишь шаги в коридоре. Иногда голос, если охранник что-то скажет. Это может быть единственный живой голос, который ты слышишь за весь день, за несколько дней, за неделю. Представьте это. Просто попробуйте представить неделю без живого голоса рядом. Ученые, которые изучают последствия изоляции, говорят, что человеческий мозг начинает деградировать уже через несколько дней полного одиночества. Это не метафора, это нейробиология. Мозг – социальный орган. Он буквально создан для контакта с другими людьми. Когда контакт исчезает, мозг начинает генерировать его сам. Сначала человек начинает разговаривать вслух. Просто так, сам с собой. Потом начинает слышать ответы. Потом видеть людей, которых нет. Это называется одиночным психозом. Это официальный медицинский диагноз. И в ADX Florence им страдают очень многие заключенные. Теперь о тех, кто там сидит. Уна Бомбер, Тед Качинский. Математический гений, который 17 лет рассылал взрывные посылки через почту. 3 человека погибли, 23 ранены. ADX Florence. Камера, бетон, тишина. Рамзи Юсов. Один из организаторов первого взрыва во Всемирном торговом центре в 1993 году. 6 человек погибших, 1000 раненых. Пожизненное. ADX. Эрик Рудольф. Взрывы на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году. Взрывы у клиник, взрывы в ночных клубах. 2 погибших, более 100 раненых. Поймали только через 5 лет после того, как он ушел в горы. Сейчас ADX. Камера, бетон. Эль Чапо, Хоакин Гусман. Один из самых богатых наркобаронов в истории. Человек, который дважды сбегал из мексиканских тюрем. Один раз буквально в корзине с бельем, второй раз через тоннель под душевой кабиной. В ADX Florence он бежать не пытается. Говорят, первые недели он просто сидел и смотрел в стену. После мексиканских тюрем с их коррупцией, связями и относительными вольностями ADX для него был как другая планета. Но вот что важно. Я не хочу, чтобы вы думали об этих людях как о каких-то монстрах, которые получили по заслугам, и дальше можно не думать. Потому что дальше в этой тюрьме сидят и люди, чья вина гораздо менее очевидна. Люди, у которых не было денег на нормального адвоката. Люди, которые оказались не в том месте, не в то время. Система не разбирает, она просто работает. И вот что происходит с каждым из них вне зависимости от вины. Через несколько месяцев изоляции нарушается сон. Мозг не понимает, когда надо спать, потому что снаружи всегда одинаково. Человек начинает спать урывками, по 2, по 3 часа в непредсказуемое время. Это разрушает психику дополнительно, потому что во сне мозг перерабатывает информацию и восстанавливается. Без нормального сна этот процесс ломается. Через год начинаются проблемы с памятью. Не потому, что человек стареет, потому что мозгу нечего запоминать. Каждый день абсолютно идентичен предыдущему. Нет новых лиц, нет новых разговоров, нет новых ощущений. Мозг, которому не нужно ничего запоминать, постепенно теряет способность это делать. Через несколько лет многие заключенные перестают нормально говорить. Не потому, что им нечего сказать. Просто речь — это навык. Навык, который требует практики. Когда ты годами не разговариваешь ни с кем, ты начинаешь забывать слова. Буквально. Люди, которых переводили из ADX в обычные тюрьмы после многолетней изоляции, описывали ощущение, что слова как будто заперты внутри. Ты знаешь, что хочешь сказать, но слова не выходят. Или выходят не те. В 2012 году группа заключенных ADX Florence подала коллективный иск против Министерства юстиции Соединенных Штатов. В документах этого иска показания, от которых буквально холодеет. Один заключенный писал: «Я разговариваю со стенами. Я даю им имена. Левая стена — это моя мать. Правая — мой брат. Я разговариваю с ними каждый день. Я знаю, что их там нет. Я все равно продолжаю.
Другой заключенный описывал, как начал слышать голоса в трубах вентиляции. Он отвечал им часами. Охранники слышали это и ничего не делали, потому что это было обычным делом. Обычным. В том же иске приводились показания бывшего охранника, который работал в ADX несколько лет. Он рассказал, что после смены не мог нормально спать, что просыпался ночью и лежал в тишине, и ему казалось, что стены сужаются. Просто потому, что он весь день ходил по этим коридорам, просто потому, что видел эти лица, просто потому, что понимал, что происходит с людьми внутри. Охранник. Свободный человек, который каждый день уходил домой. И даже он ломался. Иск частично выиграли. Федеральный суд постановил улучшить психиатрическую помощь в учреждении. Знаете, что это значит на практике? Что раз в несколько недель к заключенному приходит психиатр, разговаривает через кормушку в двери, минут 15, потом уходит, и дверь снова закрывается. Это и есть улучшенная психиатрическая помощь. Если вы думаете, что режим ADX Florence — это какое-то историческое исключение, что так было только в первые годы и потом все изменилось, нет. Это продолжается прямо сейчас. Пока вы смотрите это видео, пока вы пьете чай или кофе, пока вы лежите на диване в своей большой, светлой, теплой комнате, там, в Колорадо, в маленьких бетонных коробках сидят люди и ждут. Просто ждут. Чего, они и сами уже не знают. Там нет надежды. Там нет ощущения, что однажды что-то изменится. Есть только сегодня. И завтра, которое будет точно таким же. Бывший директор Роберт Худ, помните, сказал, «Это хуже смерти». Когда его спросили, почему он ушел с этой работы, он ответил коротко, «Потому что я не хотел стать частью этого». Человек, который управлял самой страшной тюрьмой США, ушел, потому что не смог. Но заключенные уйти не могут, и это еще не самое страшное. Потому что мы с вами еще не говорили о том, что конкретно происходит с психикой человека после многолетней изоляции. О галлюцинациях, о голосах, о том, во что превращается сознание, когда ему больше не за что держаться. Вот об этом дальше. Тишина. Вот с чего все начинается. Не с боли, не с насилия, с тишины. Когда человек только попадает в одиночку, первые дни он еще думает, что справится. Люди вообще недооценивают тишину. Мы привыкли к фоновому шуму настолько, что перестаем его замечать. Гул машин за окном, голоса в соседней комнате, чьи-то шаги, звук телевизора из другого конца квартиры. Все это — постоянный фон, который говорит мозгу «ты не один, мир существует». Все нормально. В одиночной камере этого фона нет. Есть гул вентиляции, иногда далекие шаги в коридоре, иногда звук кормушки, когда приносят еду. И все. Больше ничего. Часами, сутками. Поначалу человек заполняет эту тишину сам, думает, вспоминает, прокручивает в голове прошлое, разговоры, лица, запахи. Пытается удержаться за что-то реальное, за что-то, что было до. Но память не бесконечная библиотека. Воспоминания тускнеют. Через несколько месяцев человек начинает замечать, что лица близких размываются, что голос матери становится все менее отчетливым, что он помнит, была мать, было ее лицо, но воспроизвести его уже не может. Не точно, не так, как раньше. И вот тут начинается настоящий ужас. Потому что мозг не умеет существовать в пустоте. Это буквально невозможно с точки зрения нейробиологии. Мозг создан для обработки информации, новой, разнообразной, поступающей снаружи. Когда поток извне иссякает, мозг начинает генерировать информацию сам, создавать ее из ничего, заполнять пустоту тем, что может. Сначала это просто навязчивые мысли. Одна и та же мысль по кругу снова и снова, пока она не теряет смысл. Слова начинают распадаться на звуки, звуки на ничто. Это называется семантическое пресыщение, когда слово теряет значение от бесконечного повторения. В одиночке это происходит с целыми пластами мышления. Потом разговоры вслух.
Человек начинает говорить. Просто так, никому. Комментирует свои действия, как будто кто-то смотрит. Вот я встал, вот подошел к окну, вот снова лег. Психиатры объясняют это просто. Речь – социальная функция. Когда контакта нет, мозг создает иллюзию контакта сам. Разговор с собой – это попытка мозга обмануть самого себя, сказать себе «ты не один, кто-то слышит». Потом начинаются голоса, не метафорические, реальные. Голоса, которые человек слышит так же отчетливо, как вы сейчас слышите мой. Голоса, которые что-то говорят. Иногда знакомые, иногда чужие. Иногда добрые, иногда страшные. Голоса, которые комментируют, угрожают, убеждают. Это не шизофрения. Это не психическое заболевание в классическом смысле. Это нормальная реакция нормального мозга на ненормальные условия. Когда ученые в экспериментах помещали абсолютно здоровых людей в условия сенсорной депривации, то есть в тишину и темноту, без внешних раздражителей, первые галлюцинации начинались уже через несколько часов. Несколько часов. У здоровых людей. Добровольно. С возможностью выйти в любой момент. Теперь представьте годы. Без возможности выйти никогда. Реальное исследование, проводившееся в том числе на материалах тюрьмы Пеликан-Бэй, зафиксировало. После 6 месяцев в одиночке у большинства заключенных развиваются устойчивые психотические симптомы. После 2 лет практически у всех. Это не единичные случаи, это закономерность, это предсказуемый результат. Система это знает и продолжает. Вот история, которая мне попалась в материалах правозащитной организации California Innocence Project. Мужчина. Назовем его по инициалам – РД. Он попал в одиночку в тюрьме Пеликан-Бэй в начале 2000-х. Сначала держался, делал зарядку, читал, пытался учить что-то новое по книгам, которые иногда давали. Через год что-то начало меняться. Он сам описывал это в письмах адвокату, письмах, которые потом стали частью судебного дела. Он писал, что начал слышать шепот в вентиляционной трубе, тихий, почти неразличимый. Он был уверен, что это другой заключенный пытается что-то передать. Начал прикладывать ухо к решетке и слушать часами. Слушать и отвечать шепотом в ответ. Через несколько месяцев голоса стали громче. Они уже не шептали, они говорили. Говорили вещи, которые РД принимал за реальную информацию. Он начал записывать все, что слышал, и отправлять адвокату как доказательство какого-то заговора. Письма становились все более путанными, все менее связанными. Через 2 года адвокат приехал навстречу. Это единственный вид контакта, который был доступен, через стекло по телефонной трубке. И адвокат позже рассказывал, что когда увидел его, не сразу узнал. Не потому, что тот постарел, потому что что-то в глазах изменилось, что-то ушло. РД все время смотрел куда-то мимо, отвечал невпопад. И в один момент начал шептать что-то и показывать на стену, как будто там кто-то стоял. Там никого не было. Эту историю я привожу не потому, что она исключительная. Я привожу ее потому, что она типичная. Таких историй десятки, если не сотни. В судебных архивах, в материалах правозащитников, в показаниях бывших заключенных. Это не редкость, это система. И самое страшное в этой системе – вот что. Когда заключенный сходит с ума, это не меняет ровным счетом ничего. Его не переводят в психиатрическое учреждение, его не освобождают, его не лечат в полном смысле слова, его оставляют в той же камере. Потому что приговор – это приговор. Психоз – не основание для его пересмотра. Представьте человека, который уже не понимает, где он, что с ним происходит, реален ли мир вокруг, и который при этом продолжает сидеть в бетонной коробке, в полной изоляции год за... Это не фигура речи. Это происходит. В 2013 году Верховный суд Калифорнии рассматривал дело, в котором один из аргументов защиты строился вокруг задокументированного психоза заключенного, развившегося в результате многолетней одиночки в Пеликан-Бэй.
Психиатр, привлеченный в качестве эксперта, дал показания, которые стали широко известны в правозащитных кругах. Он сказал: «Мы намеренно доводим людей до безумия, а потом удивляемся, что они ведут себя как сумасшедшие». Намеренно. Он использовал именно это слово, потому что система знает о последствиях изоляции, знает и продолжает. Есть еще один аспект, о котором почти не говорят — самоповреждение. В одиночных камерах уровень членовредительства статистически в разы выше, чем в общих. Люди режут себя, бьются головой о стену, ломают собственные пальцы. Не из-за боли, из-за ее отсутствия. Потому что физическая боль — это хоть что-то, это сигнал, это подтверждение того, что ты существуешь, что тело реально, что ты не исчез. Психиатры называют это самостимуляцией, попытка мозга получить хоть какой-то входящий сигнал, любой ценой. И когда это не помогает, когда даже боль перестает ощущаться как что-то настоящее, некоторые идут дальше. В учреждениях с длительным одиночным заключением уровень самоубийств катастрофически выше среднего по тюремной системе. По данным Американского союза гражданских свобод, ACLU, в отдельные периоды на долю одиночных камер, где содержится менее 8% всех заключенных в стране, приходилось около 50% тюремных самоубийств. 50%. От 8% населения. Это не статистика, это приговор системе. Люди убивают себя, используя простыни, зубные щетки, куски ткани, просто чтобы это закончилось. Просто чтобы тишина, наконец, стала другой, окончательной. И знаете, что я думаю каждый раз, когда читаю об этом? Что это сознательный выбор системы. Не ошибка, не просчет, именно выбор. Потому что все это давно задокументировано, все это давно известно. Психиатрические последствия изоляции изучены вдоль и поперек. И тем не менее, система продолжает. Значит, она считает это приемлемым. А теперь подумайте, если одиночка делает это с человеком, что делает с человеком все остальное? Банды, насилие, страх, который не исчезает никогда, страх, который становится воздухом, которым ты дышишь каждую секунду. Потому что одиночка — это не единственный ад в американских тюрьмах. Есть ад другого рода, тот, где людей много, где ты никогда не один, и где именно это самое страшное. Есть такое понятие «тюремная амнезия». Его не найдешь в официальных медицинских справочниках. Это разговорный термин, который используют сами бывшие заключенные и психологи, работающие с ними после освобождения. Он обозначает состояние, когда человек, проведший долгие годы в изоляции, выходит на свободу и обнаруживает, что забыл, как жить. Не фигурально, буквально. Он забыл, как выбирать еду в магазине, потому что много лет ел только то, что ему давали. Он забыл, как переходить дорогу самостоятельно, потому что каждое его передвижение годами регламентировалось командами охраны. Он не может войти в лифт, потому что замкнутое пространство вызывает паническую атаку. Он не может сидеть в ресторане спиной к двери. Инстинкт, выработанный годами в среде, где спина, повернутая к проходу, могла стоить жизни. Но это люди, которые вышли, которым повезло, если это слово вообще применимо. Те, кто остался, меняются по-другому, глубже, необратимее. Психологи, изучавшие долгосрочных заключенных, описывают явление, которое называют институциональным синдромом. Это когда человек настолько адаптируется к тюремной среде, что теряет способность функционировать вне ее. Тюрьма становится единственной реальностью, единственным миром, который существует. И постепенно личность начинает соответствовать этому миру, подстраиваться под него, сжиматься до его размеров. Что это значит на практике? Человек перестает строить планы дольше, чем на день вперед. Потому что в тюрьме горизонт планирования — это завтрашний завтрак. Все, что дальше, не существует. Это защитный механизм. Мозг отказывается думать о будущем, которого нет. И через годы этот механизм становится постоянным, встроенным. Человек физически не может думать наперед. Пропадают эмоции. Не все сразу, постепенно.
Сначала радость, потому что радоваться нечему. Потом интерес. Потом привязанность. Потом страх. Страх уходит. Потом привязанность. Потом страх. Страх уходит последним, потому что он нужен для выживания. Но когда и он притупляется, человек превращается во что-то, что психиатры описывают как эмоциональная плоскость. Ровная поверхность без пиков и впадин, без реакций, без внутренней жизни. Бывшие охранники, которые работали в таких учреждениях по много лет, описывают один и тот же момент, который они замечали у долгосрочных заключенных. Глаза. Что-то происходит с глазами. Нет, они видят нормально, физически, но взгляд становится другим. Пустым не в смысле никого дома, а в смысле там кто-то есть, но он очень далеко. Как будто человек смотрит на мир через несколько слоев стекла. Один охранник из тюрьмы Ангола в Луизиане, одной из старейших и жесточайших тюрем Америки, описывал это так. Ты понимаешь, что человек сломался, не когда он начинает кричать или плакать. Ты понимаешь это, когда он перестает. Когда он вообще перестает реагировать на что-либо. Вот тогда все. Тюрьма Ангола, кстати, это отдельный разговор. Бывшая плантация в Луизиане, превращенная в тюрьму. 18 тысяч акров земли, окруженных рекой Миссисипи с 3 сторон. Заключенные там работают на полях, буквально так же, как работали рабы на этой же земле 1,5 века назад. Это не метафора, это буквально так. И многие из них пожизненники, которые знают, что никогда отсюда не уйдут, которые будут работать на этой земле до последнего дня своей жизни. Но вернемся к тому, что происходит внутри человека. В 2019 году группа исследователей из Колумбийского университета опубликовала работу, в которой анализировала когнитивные функции людей, проведших более 10 лет в одиночном заключении. Результаты были настолько однозначными, что исследование попало в крупные медицинские журналы. У подавляющего большинства испытуемых были зафиксированы необратимые изменения в работе префронтальной коры, части мозга, отвечающей за принятие решений, контроль импульсов и социальное взаимодействие. Необратимые – это важное слово. Не временные, не поддающиеся коррекции. Необратимые. Это значит, что даже если человека выпустить, часть его мозга уже не будет работать так, как работала до. Часть его осталась там, в камере, навсегда. Есть задокументированные случаи людей, которых переводили из долгосрочной одиночки в обычные тюремные корпуса, и они не могли там находиться. Физически не могли. Шум, обычный тюремный шум, который другие заключенные не замечали, вызывал у них паническую атаку. Присутствие других людей рядом, просто физическое присутствие, не угроза, просто люди, вызывало неконтролируемый ужас. Они просили вернуть их в одиночку, в камеру, которая их уничтожила. Потому что там хотя бы понятно. Там хотя бы предсказуемо. Один из таких случаев – заключенный по имени Дэнни Хилл, который провел в условиях строгой изоляции в Ohio Supermax более 15 лет. Когда его переводили в обычный корпус, он закрывал глаза руками и прижимался к стене. Охранники описывали, что он двигался вдоль стены как слепой, нащупывая опору. Когда до него случайно дотрагивался другой заключенный, он кричал. Дико, как от боли. Прикосновение другого человека вызывало крик от боли. Подумайте об этом. Просто подумайте. Есть еще один феномен, о котором почти не говорят публично. Когда человек проводит в полной изоляции очень долго, он начинает терять ощущение границы между собой и пространством. Это звучит абстрактно, но психиатры описывают это очень конкретно. Заключенный перестает четко понимать, где заканчивается его тело и начинается камера. Стены начинают ощущаться как продолжение себя. Некоторые описывали ощущение, что они вросли в камеру, что они и есть камера. Это не поэзия, это распад базового самоощущения, того, что психологи называют телесная схема,
ощущение себя как отдельного физического существа в пространстве. Когда это разрушается, человек теряет себя в буквальном смысле. Не метафорически, буквально. И вот что я хочу сказать прямо сейчас. Я понимаю, что часть из вас думает, они преступники, они убийцы, насильники, террористы, им туда и дорога. Я не буду спорить с этим, серьезно, это ваше право так думать. Но вот вопрос, который задает международное сообщество психиатров уже несколько десятков лет. Если мы знаем, что изоляция необратимо разрушает человеческий мозг, если это задокументировано, доказано и не вызывает научных сомнений, то чем это отличается от намеренного причинения необратимого вреда здоровью? Чем это отличается от пытки? Потому что именно так это квалифицирует ООН. В докладе специального докладчика ООН по пыткам, опубликованном еще в 2011 году, четко сказано: одиночное заключение сроком более 15 дней является формой жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинства обращения, а при длительном применении – пыткой. 15 дней. В американских тюрьмах люди сидят в одиночке годами, десятилетиями. Один заключенный в Пеликан-Бэй провел в одиночной камере 42 года. 42. Он вошел туда молодым человеком, вышел стариком, который не мог смотреть людям в глаза. Не потому, что стеснялся, просто разучился. За 42 года разучился смотреть в глаза. Тюрьма стерла его. Не убила, стерла. Оставила оболочку с именем и номером дела. И пока мы говорим об этом, пока вы это слышите, где-то в Америке кто-то сидит и считает часы. Не до освобождения, просто часы. Потому что считать часы — это хоть что-то делать. Это хоть какой-то ритм, хоть какое-то ощущение, что время движется. Хотя давно уже не движется. Но все это психология. Все это внутри камеры, внутри головы, внутри тишины. А снаружи, в общих корпусах, в коридорах, на прогулочных дворах происходит кое-что другое. То, что не менее страшно. Просто иначе страшно. Там нет тишины. Там есть что-то намного хуже. Первый день в общем корпусе. Ты входишь, дверь за тобой закрывается, и ты чувствуешь взгляды. Не один, не два, десятки. Со всех сторон. С ярусов, из-за столов, из дверей камер. Тебя изучают. Быстро, профессионально. За несколько секунд люди вокруг уже знают о тебе больше, чем ты думаешь. Как ты стоишь, как держишь плечи, куда смотришь. Смотришь ли вообще или в пол? Как несешь вещи? Есть ли в тебе страх? А он есть, всегда есть, это нормально. Но главное, насколько он виден. Потому что в тюрьме страх — это запах. Его чувствуют. И если почувствовали, ты уже не в безопасности. С этой секунды. Это не преувеличение и не киношная метафора. Бывшие заключенные, давшие показания в рамках различных расследований, описывают этот момент одинаково, независимо от того, в какой тюрьме сидели. Сан-Квентин, Ангола, Пеликан-Бэй, Рикерс-Айленд. Везде одно и то же. Первые часы решают многое. Иногда все. Американская тюрьма — это не просто место лишения свободы. Это параллельное государство со своими законами, своей валютой, своей властью, своими судами, неформальными, но куда более жесткими, чем официальные. И власть в этом государстве принадлежит бандам. Aryan Brotherhood – одна из старейших и самых жестоких тюремных банд США. Основана в Сан-Квентине в 1964 году. Белые заключенные, которые объединились изначально для самозащиты и быстро превратились в организацию, которую Федеральное бюро расследований квалифицирует как организованную преступную группу. Сегодня членов братства в американских тюрьмах, по разным оценкам, от 15 до 20 тысяч человек. Это меньше 1% тюремного населения Соединенных Штатов. При этом на их счету около 20% всех тюремных убийств в стране. Каждое пятое убийство за решеткой. Каждое пятое.
Мексикан-мафия или Ла Эмме контролирует значительную часть латиноамериканских заключенных в тюрьмах Калифорнии и ряда других штатов. Организация настолько разветвленная, что ее влияние выходит за пределы тюрем. Она управляет уличными бандами снаружи, координирует наркоторговлю, устанавливает правила для районов. Блатс, Крипс, Black Guerrilla Family. Белые, черные, латиноамериканские группировки, каждая со своей территорией. И вот что важно понять. Ты не можешь не присоединиться. Это не выбор в привычном смысле слова. В большинстве крупных американских тюрем одиночка — это исключение. Большинство заключенных живут в общих корпусах. И там ты автоматически попадаешь в систему, которая делит людей на своих и чужих. По цвету кожи, по происхождению, по тому, из какого района ты приехал. Можно сказать, я ни к кому не присоединюсь, я буду сам по себе. Бывшие заключенные смеются над этим, горько смеются. Сам по себе в американской тюрьме это значит добыча для всех. Это значит, что нет никого, кто встанет рядом, никого, кто скажет «этого не трогать». Это значит открытый сезон. Новичков проверяют. Всегда. В разных тюрьмах по-разному, но логика одна. Тебе могут специально толкнуть поднос с едой, занять твое место, взять что-то твое без разрешения. И смотрят, что ты сделаешь. Промолчишь, значит, тебя можно доить. Ответишь, значит, есть стержень. Ответишь правильно, возможно, будешь уважаем. Правильный ответ в тюремной системе — это не обязательно словесный. Один бывший заключенный из Сан-Квентина, который сидел за ненасильственное преступление и оказался в общем корпусе впервые в жизни, описывал в интервью свой первый конфликт. На третий день кто-то взял его мыло из душевой. Просто взял. Он мог промолчать. Его адвокат потом сказал, что это было бы умнее. Но он не промолчал. Он потребовал вернуть, получил удар, упал, встал, снова потребовал. Его избили. Серьезно. Он попал в больничный блок на 2 недели, но когда вернулся, его не трогали, потому что он встал. Это логика, от которой в нормальной жизни голова идет кругом, но там это единственная логика, которая работает. Насилие в американских тюрьмах не исключение. Это фон, постоянный, ровный, как гул вентиляции. Ты знаешь, что в любой момент что-то может произойти. Не обязательно с тобой, но рядом точно. И ты учишься жить с этим знанием. Учишься не показывать, что знаешь. Учишься не реагировать на крик из соседней камеры. Учишься не видеть того, чего видеть не следует. Потому что тот, кто видит, должен или молчать, или говорить. И оба варианта опасны. Долги – отдельная тема. В тюрьме все имеет цену. Сигарета, пакет чипсов, услуга, информация. И долги в тюрьме – это не просто долги. Это обязательства, которые нарушать нельзя. Потому что за нарушение платишь не деньгами. Задокументированные случаи показывают одну и ту же схему. Человек берет что-то у члена банды – еду, защиту, информацию. Получает долг. Долг растет с процентами. В тюрьме проценты бывают гротескными. Заплатить нечем. И тогда долг конвертируется в другую валюту – в услуги, в молчание, в унижение, в то, о чем потом не говорят вслух. В тюрьме Ангола в Луизиане правозащитники фиксировали системное сексуальное насилие на протяжении десятилетий. Не случайные инциденты, систему, где одни заключенные фактически принадлежали другим, где охрана это знала и смотрела в другую сторону, потому что так проще контролировать корпус. Потому что если внутри есть своя иерархия, значит есть те, кто заинтересован в поддержании порядка. Это называлось тюремное рабство. Не метафорически, буквально. Иски, поданные выжившими, рассматривались в федеральных судах. Некоторые были частично удовлетворены. Что-то изменилось. Но то, что происходило там годами, это уже нельзя отменить. Для тех, кто через это прошел, нельзя. Убийства внутри тюрем – статистика, о которой не принято говорить громко. По данным Бюро судебной статистики США, ежегодно в американских тюрьмах погибает от насилия несколько сотен человек. Это официальные данные. Реальные цифры, по мнению ряда исследователей, выше, потому что часть смертей классифицируется иначе.
Несчастный случай, неустановленные обстоятельства, самоповреждение. Некоторые убийства планируются за месяцы. Это не взрыв эмоций, это холодный расчет. Потому что в тюрьме, где ты сидишь пожизненно, тебе нечего терять. Дополнительный срок тебе не страшен. Страшнее потерять репутацию. Дополнительный срок тебе не страшен. Страшнее потерять репутацию, потерять уважение, потерять защиту. И именно поэтому убийства происходят. Не из ярости, из необходимости. Я не буду делать вид, что понимаю эту логику изнутри. Я ее не понимаю. Но я понимаю, что она возникает не в вакууме. Она возникает в системе, которая создает условия, где это становится рациональным выбором. Система, где человек убивает, чтобы выжить, чтобы не стать тем, кого убьют. И вот в чем парадокс, который я долго не мог уложить в голове. Одиночка разрушает человека тишиной и изоляцией, но общий корпус разрушает его насилием и страхом. Выбора между этим не существует. Ты попадаешь туда, куда тебя помещают, и там выживаешь как можешь. Или не выживаешь, потому что некоторые не выживают. И это тоже часть статистики. Тихая, неудобная часть. Но знаете, что меня поразило больше всего, когда я изучал эту тему? Не истории насилия, не цифры, а кое-что другое. Истории людей, которые прожили в этой системе десятилетия, которые через все это прошли. Через одиночку, через банды, через страх, через потерю рассудка. И которые в конце просили об одном. Не о свободе, не о помиловании, о смерти. Вот об этом дальше. Я долго думал, как построить эту часть. Потому что истории, которые я сейчас расскажу, они не укладываются в обычную логику повествования. Они не имеют хороших концовок. Они не заканчиваются справедливостью или искуплением. Они просто есть. И именно поэтому они важны. Первая история. Роберт Фелпс. Он попал в систему в 18 лет. Осужден за убийство в штате Огайо. Пожизненное, без права на досрочное освобождение. Первые годы он держался, писал письма семье, занимался самообразованием, подавал апелляции. Типичная картина человека, который еще верит, что система может ошибиться и исправить ошибку. Апелляции отклоняли одну за другой. На 8-й год его перевели в корпус строгого режима после конфликта с другим заключенным. Не по его вине, его атаковали, он защищался. Но в тюремной системе это не всегда имеет значение. Он оказался в условиях частичной изоляции, не полной одиночки, но с резко ограниченным социальным контактом. Через 2 года его мать перестала приезжать. Не потому, что бросила, просто заболела. Потом умерла. Роберт узнал об этом через неделю после похорон, через записку от администрации тюрьмы. 1 абзац, официальным языком. Он не смог попрощаться, не смог приехать на похороны, не смог ничего. После этого что-то в нем сломалось окончательно. Не резко, не в один момент, постепенно. Охранники потом говорили, что заметили изменения примерно через полгода. Он перестал выходить на прогулку, перестал есть нормально, начал часами сидеть в одной позе, глядя в стену. Когда к нему обращались, отвечал с большой задержкой, как будто слова доходили до него издалека. Психиатрическая комиссия зафиксировала тяжелую депрессию с элементами диссоциации. Назначили медикаменты. Медикаменты немного сгладили края, но не изменили ничего по существу. Он продолжал сидеть и смотреть в стену. На 23-й год заключения Роберт Фелпс написал прошение. Не об освобождении, не о переводе. Он просил о применении смертной казни. Он просил убить его. В прошении он написал: «Я уже мертв, просто мое тело об этом не знает. Прошу дать ему возможность догнать». Ему отказали, потому что смертная казнь – это приговор суда, а не выбор заключенного. Он продолжает сидеть. Вторая история. Ее имя – Лиза Монтгомери. Единственная женщина, казненная на федеральном уровне в Америке за последние почти 7 десятков лет, в январе 2021 года. Но я хочу рассказать не о самом преступлении. Я хочу рассказать о том, что происходило с ней до исполнения приговора.
Лиза провела в камере смертников 15 лет. Это не одиночное заключение в смысле ADX, но это ожидание. Долго. Каждый год новая апелляция, каждый год новая надежда и каждый год отказ. Ее адвокаты настаивали на том, что она страдала тяжелыми психическими расстройствами, результатом многолетнего насилия, пережитого в детстве и во взрослой жизни. Эксперты, осматривавшие ее, фиксировали диссоциативное расстройство личности, посттравматический синдром и ряд других диагнозов. В последние месяцы перед казнью адвокаты описывали ее состояние как глубокий психоз. Она не всегда понимала, где находится, не всегда понимала, что ей предстоит. Иногда говорила вещи, которые не соотносились с реальностью вообще. Ее казнили. Международные правозащитные организации, медицинские ассоциации, эксперты в области психического здоровья, десятки голосов требовали остановить казнь. Казнь состоялась. Я не буду давать этому моральную оценку, это не моя задача. Но я скажу одно. То, что 15 лет происходило с живым человеком внутри этой системы, это не просто отбывание наказания. Это что-то другое. Как это называть, решайте сами. Третья история. Ее я нашел в материалах организации The Sentencing Project, которая занимается реформой уголовного судопроизводства в США. Мужчина. Имя в публичных материалах не раскрывается. Назову его просто «Заключенный К». Осужден в возрасте 17 лет. За преступление, совершенное в соучастии, он был на месте, но не был непосредственным исполнителем. В ряде штатов это достаточное основание для пожизненного, по доктрине felony murder, когда все участники преступления, повлекшего смерть, получают одинаковое наказание вне зависимости от роли. Ему было 17. Он провел в тюрьме 46 лет. Вошел подростком, вышел стариком в 63 года. Когда решение Верховного суда Соединенных Штатов изменило практику применения пожизненного к преступлениям, совершенным несовершеннолетними. Знаете, что он сказал в первый день на свободе? Он сказал, что не знает, как открывать двери, что все двери в тюрьме открывали охранники, либо электронным замком, либо вручную. Он 46 лет не открывал дверь сам. Он стоял перед обычной дверью супермаркета, автоматической, которая открывается сама при приближении, и отступил, потому что не понял, что произошло. Дверь открылась сама, и он отступил, рефлекторно, потому что в его мире двери не открываются сами. В его мире двери открываются только когда охранник решает, что можно. 46 лет. Волонтер, который его сопровождал в тот день, написал потом в своем отчете. Он стоял на парковке и смотрел на небо. Долго. Я спросил, все ли в порядке. Он сказал: «Я просто пытаюсь вспомнить, какого цвета оно бывает вечером. Я помню, что оно меняет цвет, но не могу вспомнить, какой именно». 46 лет. И он не помнил цвета вечернего неба. Четвертая история. Томас Сильверстейн. Это имя стоит произнести отдельно. Он провел в условиях абсолютной изоляции, официально называемой «No Human Contact», больше 3 десятков лет. 36 лет без неконтролируемого физического контакта с другим человеком. Это официально задокументированный рекорд в истории американской пенитенциарной системы. Изоляция была введена после того, как он убил нескольких человек внутри тюрьмы, включая охранника. Это факт. Это сделало введение жестких ограничений юридически обоснованным с точки зрения системы. Но вот что произошло дальше. 36 лет — это не абстракция, это конкретное время. За это время дети становятся взрослыми, взрослые становятся стариками. Мир меняется до неузнаваемости. Сильверстейн сидел в камере, и мир менялся без него. Он не видел интернета, не видел смартфонов. Он вошел в изоляцию в одном мире и к концу своей жизни находился в другом, о котором знал только по описаниям из редких книг и судебных документов. Он рисовал.
Это было одним из немногих разрешенных ему занятий. Его рисунки, сюрреалистические, темные, насыщенные, были показаны на выставке правозащитной организации. Люди, которые их видели, говорили, что это похоже на попытку человека удержать реальность руками, нарисовать то, что иначе просто исчезнет. Он умер в 2019 году в тюрьме, после 3 десятков лет абсолютной изоляции. На момент смерти ему было 67 лет, из них 36 в условиях, которые международные эксперты квалифицировали как пытку. Был ли он чудовищем? Потому что он сделал «да». Были ли 36 лет абсолютной изоляции соразмерным ответом? Это вопрос, который не имеет простого ответа. И именно поэтому я его задаю. 5-я история, последняя. Она короткая, но она тяжелее всех предыдущих вместе взятых. В 2011 году в тюрьме штата Калифорния умер мужчина, отбывавший пожизненное заключение. Он провел за решеткой 28 лет. Незадолго до смерти, от естественных причин, он был уже тяжело болен. Он написал письмо. Ни родственникам, ни адвокату, просто письмо, безадресное. Его нашли в камере после смерти и передали в архив правозащитной организации. В письме была одна фраза. Одна. Остальные страницы пустые. Фраза звучала так: «Я так долго ждал, что забыл, чего ждал». Все. Больше ничего. Я несколько раз перечитывал это, и каждый раз не знал, что с этим делать. Потому что в этой фразе вся история пожизненного заключения, весь его смысл и весь его ужас. Человек ждал. Долго. Так долго, что потерял даже содержание ожидания. Потерял то, чего хотел. Потерял себя, как человека, у которого есть желание. Осталось только ожидание. Пустое, бессодержательное. И вот именно это хуже любого физического наказания. Именно это то, о чем я не мог говорить спокойно, когда впервые это прочитал. Ни боль, ни насилие, ни тишина камеры. Пустое ожидание чего-то, чего уже не помнишь. Именно об этом, о том, почему многие считают такое существование хуже смерти, я расскажу дальше. И это будет, наверное, самая тихая и самая тяжелая часть всего, что мы сегодня обсуждаем. Есть вопрос, который в американском обществе не принято задавать вслух. Считается неудобным, провокационным, потому что у него нет правильного ответа, есть только честный. Что страшнее, умереть или жить вот так? Это не риторика. Это вопрос, который сами заключенные задают себе каждый день. И многие из них давно уже ответили на него. В 1994 году, когда ADX Florence только открылась, один из первых заключенных, человек, осужденный на несколько пожизненных сроков, сказал охраннику во время одной из редких коротких переговоров через кормушку: «Если бы мне дали выбор между тем, что здесь происходит, и инъекцией, я бы выбрал инъекцию, не задумываясь, прямо сейчас». Охранник потом описывал этот разговор в интервью и добавлял: «Самое страшное было не то, что он это сказал. Самое страшное, что в его голосе не было ни ярости, ни отчаяния. Просто спокойная констатация факта, как будто он выбирает между двумя блюдами в меню. Спокойная констатация факта. Вот что происходит с человеком, который провел в этой системе достаточно долго. Он перестает бояться смерти. Не потому, что стал храбрым, потому что смерть перестает быть страшнее того, что уже есть». Среди заключенных с многолетними сроками существует устойчивое выражение. На тюремном жаргоне это звучит примерно как «уже мертвый, просто дышу». Dead man breathing. Это не попытка казаться крутым, это буквальное описание самоощущения. Я уже там, просто оформление еще не завершено. И вот что парадоксально. В Америке смертная казнь официально считается более суровым наказанием, чем пожизненное. Именно поэтому ее применяют. В Америке смертная казнь официально считается более суровым наказанием, чем пожизненное. Именно поэтому ее применяют только за самые тяжкие преступления.
Именно поэтому ее отмена в ряде штатов преподносилась как гуманизация системы. Вместо смерти – жизнь. Звучит как улучшение. Но если спросить тех, кто внутри, картина меняется. Правозащитная организация Death Penalty Information Center фиксировала случаи, когда осужденные на пожизненное подавали прошение о замене своего приговора на смертную казнь. Это редкие случаи. Система обычно не позволяет такой замены. Но сам факт того, что люди об этом просят, говорит о многом. Один из таких случаев – Гэри Хокинс в штате Техас. После нескольких лет в условиях строгой изоляции он написал официальное заявление, в котором просил суд рассмотреть вопрос о смертной казни как об альтернативе продолжению текущего наказания. В заявлении была фраза, которую потом цитировали несколько изданий. «Вы называете это жизнью. Я не знаю, как вы это называете. Я называю это другим словом, но это слово точно не жизнь». Ему отказали. Он продолжает сидеть. Многие известные специалисты в области уголовного права и психиатрии давно говорят о том, что вся дискуссия о гуманности наказания в Америке ведется неправильно, потому что она сосредоточена на моменте – казнить или нет, а не на том, что происходит в промежутке, в десятилетиях промежутка. Доктор Стюарт Гросс, психиатр, работавший с заключенными в нескольких американских тюрьмах, говорил в одном из интервью: «Мы потратили огромные усилия на то, чтобы сделать смертную казнь гуманной, летальные инъекции вместо электрического стула. Но мы не потратили ни одной минуты на то, чтобы сделать гуманным то, что происходит с людьми, которых мы не казним. А там происходит кое-что намного более длительное и намного менее гуманное. Намного менее гуманное. И вот тут я хочу спросить вас напрямую. Не как часть сценария, по-настоящему. Если вы думаете о справедливости, о том, каким должно быть наказание за самые страшные преступления, что для вас ближе к справедливости? Быстрая смерть или десятилетие медленного уничтожения? Это не риторика. Это реальный вопрос, на который у меня самого нет четкого ответа. И я думаю, что его отсутствие – это нормально. Потому что легкий ответ здесь означал бы, что вы чего-то не поняли. Напишите в комментариях, что думаете. Серьезно. Мне интересно, как люди с этим справляются внутри себя. Потому что я несколько недель изучал эту тему и до сих пор не справился. Но есть кое-что, о чем мне нужно рассказать еще. Финальная часть, самая тихая. О том, что остается от человека после всего этого. И о том, остается ли что-нибудь вообще. Сейчас, прямо в эту секунду, пока вы это слышите, где-то в Колорадо, в маленьком городке с красивым названием Флоренс, в бетонной камере 2 на 3 метра сидит человек. Может, он лежит. Может, смотрит в потолок. Может, считает трещины в штукатурке в который раз, в 1000-й раз, потому что больше считать нечего. Снаружи вечер, или утро, или день, он не знает. Через узкую щель окна видно полоску неба. Сегодня она серая или голубая. Это уже не имеет значения. Он сидит здесь 20 лет, или 30, или 40. Цифра давно потеряла смысл. Она слишком большая, чтобы помещаться в голове целиком. Он просто сидит. Сегодня, как вчера, как завтра. Он помнит, как пах воздух снаружи. Смутно. Как помнят запах из детства, знаешь, что он был, но воспроизвести точно уже не можешь. Он помнит, как выглядело лицо матери. Примерно. Контуры. Что-то теплое и расплывчатое, что когда-то было самым важным в мире. Теперь важнее всего тишина. Не потому, что он ее любит, а потому, что она — единственное, что здесь есть всегда. Постоянное. Свое. Иногда ночью он слышит что-то в вентиляции. Может, другой заключенный. Может, просто воздух. Может, ничего. Он давно перестал проверять. Система работает исправно. Еда приходит вовремя. Свет включается и выключается по расписанию. Медицина следит, чтобы сердце продолжало биться. Потому что приговор — это приговор. До конца. До самого последнего удара этого сердца.
Его имя есть в базе данных, его номер в системе. Каждый год кто-то проверяет его личное дело и ставит галочку: жив, содержится, все по регламенту. Это и есть его существование, галочка в чужом документе. Где-то снаружи жизнь, кто-то смеется, кто-то ругается в пробке, кто-то обнимает ребенка перед сном, кто-то смотрит в телефон, листает ленту, зевает, потому что устал от обычного, нормального, живого дня. Он об этом не думает. Он давно научился не думать об этом, потому что думать больно. А он уже устал от боли. Устал настолько, что боль тоже ушла. И после нее пустота. Ровная, бесконечная, как эти стены. Дверь не откроется никогда. Это не метафора, это буквально, юридически, окончательно. Он умрет здесь, в этой камере, в этой тишине. И последнее, что он увидит, будет тот же самый потолок, который видел каждый день последние 30 лет. Вот что такое американское пожизненное, без права на досрочное освобождение. Не тюрьма, медленное исчезновение. Человек входит и постепенно, год за годом, слой за слоем, перестает быть. Не умирает, именно перестает быть. Пока от него не остается только тело, которое дышит, и номер в базе данных. Я не знаю, как с этим жить. Я правда не знаю. После нескольких недель в этой теме я не могу спокойно смотреть на закрытые двери. Не потому, что мне их жалко, всех, кто там сидит, а потому, что я не могу перестать думать о том, что мы вообще делаем с людьми, что мы считаем нормальным, что мы называем справедливостью. Дверь закрылась, тишина. И где-то там, внутри, человек продолжает дышать. До новых встреч. Берегите себя.